Состоится ли долгожданная большая встреча? И если да, определит ли она будущее BTS? Этим вопросом сегодня задаются миллионы фанатов по всему миру после редкого заявления Ким Тэхёна V, который открыто намекнул на внутреннюю ситуацию в группе. Это вызвало предположение, что Чон Чингук может встретиться лицом к лицу с руководством HYBE, чтобы обсудить вопросы, о которых до сих пор говорили лишь шепотом за кулисами. Это не просто легкие слухи. По данным внутренних источников, разговор может коснуться ключевых тем, способных повлиять на карьерное направление, отношения между участниками и даже контракты, являющиеся основой будущей устойчивости BTS. Шок начался, когда Тэхён, известный тем, что крайне редко раскрывает чувствительные детали о внутренней динамике группы, сделал значимый комментарий в недавнем интервью. Его тон был твердым, но эмоциональным, словно он хотел сказать больше, но был ограничен обстоятельствами. «Иногда есть вещи, которые нужно обсуждать напрямую, а не через посредников», — сказал он кратко. Эта, на первый взгляд простая, фраза мгновенно вызвала волну интерпретаций среди ARMY. Многие восприняли ее как тонкий сигнал о том, что Чингук может задумываться о формальной встрече с HYBE. Ситуацию осложнила информация, появившаяся в некоторых корейских СМИ, о том, что отношения между участниками и менеджментом обострились из-за разногласий по поводу индивидуальных проектов и стратегии продвижения группы. Анонимный источник, близкий к продюсерской команде BTS, сообщила о напряженных обсуждениях за кулисами, особенно по поводу слишком плотного графика и стратегических решений, которые не всегда прозрачно доводятся до участников. HYBE никак не подтвердила и не опровергла эту информацию, оставив еще больше пространства для спекуляций. Реакция ARMY была мгновенной, фанаты выражали беспокойство не только из-за возможного раскола, но и потому, что понимали. Если Чингук действительно встретится с HYBE, разговор неизбежно затронет ключевые вопросы. Тэхён в своем заявлении также подчеркнул важность прямой коммуникации и ясность видения. Эти два выражения сочли серьезным намеком на наличие коммуникационного разрыва между артистом и менеджментом, который необходимо срочно преодолеть. В индустрии развлечений Южной Кореи отношения между айдолами и агентствами – это не только рабочие контракты, но и долгосрочные стратегии, влияющие на имидж, сольную карьеру и развитие группы. Если одна из сторон чувствует себя отстраненной от принятия ключевых решений, трения практически неизбежны. Некоторые аналитики считают, что подобные ситуации часто становятся началом пересмотра контрактов или заключения новых, более выгодных для артистов соглашений. В случае BTS масштаб вопроса намного шире. Из-за их мирового влияния любые изменения могут напрямую повлиять на глобальный музыкальный рынок, доходы агентства и даже на имидж всей к-поп-индустрии. Пока HYBE сохраняет молчание. Нет ни официальных заявлений, ни намеков, что комментарий будет дан в ближайшее время. Такая сдержанность не нова для к-поп-индустрии, где агентства часто ждут, пока разработают продуманную стратегию коммуникации. Однако в случае BTS каждая секунда задержки только усиливает напряженность среди фанатов. Эмоциональный фон ситуации усилился после того, как в соцсетях начали заново распространяться старые видео с моментами близости Тэхёна и Чингука. ARMY делились ими с теплыми подписями, напоминая, что личные отношения между участниками куда глубже, чем просто профессиональное сотрудничество. Некоторые фанаты даже начали переживать за психологическое состояние участников, учитывая давление и высокие требования индустрии. В истории BTS случаи, когда участники открыто намекали на внутренние проблемы, крайне редки. Обычно они стараются демонстрировать сплоченный образ группы. Поэтому комментарий Тэхёна восприняли как сигнал того, что ситуация дошла до точки, когда молчание уже невозможно. Если встреча Чингука с HYBE состоится, она, скорее всего, пройдет за закрытыми дверями, но ее последствия будут далеко идущими. Этот вопрос напомнил общественности о случаях, когда крупные к-поп-артисты решали провести серьезные переговоры с менеджментом, что иногда приводило к изменению контрактов или уходу из агентства. Хотя ситуация BTS может быть иной, фанаты понимают, что мир шоу-бизнеса всегда имеет невидимую сторону, где сталкиваются бизнес-интересы, творческие амбиции и личные желания. Сейчас все внимание приковано к следующему шагу Чингука. Состоится ли встреча?
Приведут ли переговоры к новому соглашению, выгодному всем сторонам? Или они только вызовут еще большую волну споров? В такой крупной и чувствительной индустрии, как K-pop, ответы на эти вопросы даются непросто. Одно можно сказать точно. Что бы ни произошло дальше, это станет важной главой в истории BTS и мировой музыки.